Бермудский треугольник – это место, которое стало символом таинственности и опасности. Эта область, ограниченная линиями, соединяющими Майами, Бермуды и Пуэрто-Рико, на протяжении многих десятилетий привлекает внимание исследователей, моряков и простых людей, жаждущих разгадать его загадки. Мистические явления, исчезновение кораблей и самолетов, а также множество теорий о том, что же на самом деле происходит в этой части Атлантики, продолжают будоражить умы. Самые удивительные истории, связанные с Бермудским треугольником, имеют корни в настоящих событиях, произошедших на протяжении последних нескольких столетий. Одним из первых документированных случаев исчезновения корабля в этом районе стала судьба Silent Brook, который бесследно пропал в 1941 году. Эта история, как и многие другие, быстро обросла слухами и мифами, превращая Бермудский треугольник в легенду. Но настоящая загадка начинается не с исчезновений, а с необъяснимых явлений, которые происходят здесь. Множество судов и самолетов сообщали о странных метеорологических условиях, внезапных штормах и необычных магнитных аномалиях. Многочисленные случаи свидетельствуют о том, что навигационные приборы иногда отказывают и корабли теряются в водах, где, казалось бы, ничего не угрожает. Эти случаи, наряду с исчезновениями, привели к созданию множества теорий, объясняющих происходящее. Некоторые исследователи связывают эти явления с подводными метановыми гидратами. При внезапном высвобождении метана из морского дна воздух становится слишком легким для судов, и они просто тонут. Эта теория была поддержана научными исследованиями, которые показывают, что в области Бермудского треугольника на самом деле существуют большие залежи метановых гидратов. Подобные открытия не оставляют равнодушными даже самых скептически настроенных ученых. Другие исследователи предполагают, что магнитные аномалии в этом районе могут вносить свою лепту в происходящее. Отметим, что Бермудский треугольник является одним из немногих мест на Земле, где компасы ведут себя непредсказуемо. Однако многие уверены, что не все объясняется лишь наукой. Параллельно с научными исследованиями появилось множество рассказов о мистических явлениях, таких как встречи с забытыми цивилизациями и даже с неопознанными летающими объектами. Эти истории придают еще больший налет таинственности всему, что связано с этим местом. Итак, что же происходит на самом деле в Бермудском треугольнике? Ответ на этот вопрос продолжает оставаться загадкой. С каждым новым исследованием открываются новые факты, которые только добавляют интриги. В следующей части нашего рассказа мы углубимся в исторические корни этой загадки и узнаем, когда и как впервые начали писать о Бермудском треугольнике и его таинственных событиях. История Бермудского треугольника уходит корнями в давние времена, когда моряки и исследователи начали осваивать Атлантический океан. Первые упоминания о загадочной области датируются XVI веком, когда испанские конкистадоры, пересекая эти воды, рассказали о странных явлениях и опасностях, поджидавших их в открытом море. Одним из таких случаев стало исчезновение испанского галеона генерал Бермуд, который, по легенде, пропал в этих водах, оставив за собой лишь смятение и страх среди моряков. В XVII веке, когда английские моряки начали осваивать новые земли, они также столкнулись с загадками Бермудского треугольника. Рассказы о непредсказуемых штормах и странных магнитных полях стали обрастать мифами. XVIII век стал временем, когда эти истории начали записываться и распространяться. Появились первые карты, на которых Бермудский треугольник был обозначен как опасная зона, где корабли исчезали без следа. Исследования показывают, что в этом районе нередки были случаи, когда потерялись не только малые судна, но и крупные линкоры с экипажами в сотни человек. В XIX веке, когда научные исследования стали более систематическими, внимание к Бермудскому треугольнику возросло. В 1809 году в журнале Scientific American появилась статья, в которой упоминалось о странных исчезновениях судов. Это было первое научное описание феномена, который позже станет известен как загадка Бермудского треугольника. С каждым новым случаем интерес к этому району только увеличивался. Подробные отчеты о пропавших судах заполняли страницы газет, а моряки начали избегать этих вод. В середине 20 века загадка стала предметом пристального внимания. В 1938 году исчезновение корабля «Сент-Луис» стало настоящим шоком для общественности. Судно покинуло порт, и его следы исчезли, оставив лишь вопросы. Параллельно с этим начали появляться новые теории. Мультимедийные отчеты о странных происшествиях и таинственных явлениях начали просачиваться в эфир, придуманы были даже специальные экспедиции для исследования Бермудского треугольника. В 1945 году исчезновение Уолта и Клиппера обострило интерес к данной теме. Эти случаи стали катализатором для появляющихся слухов о паранормальных явлениях и о том, что в этой области могут находиться забытые цивилизации. Эти истории стали основой для множества книг, фильмов и документальных программ, которые продолжали генерировать интерес к Бермудскому треугольнику. Как же эти исторические корни формировали восприятие Бермудского треугольника?
Данные исчезновения, странные явления и мистические рассказы сложились в мощный миф, который не только возбудил интерес у научных кругов, но и стал объектом популярных культурных явлений. С каждым новым десятилетием загадка углублялась, а Бермудский треугольник все больше становился таинственным символом, манящим исследователей из разных уголков мира. В следующей части нашего рассказа мы обратим внимание на шокирующие факты о исчезновении кораблей, которые продолжают поддерживать легенду о Бермудском треугольнике. Список исчезновений кораблей в Бермудском треугольнике поразителен и включает множество историй, о которых стоит рассказать. Одним из самых шокирующих фактов является судьба контейнеровоза «Мари Техас». В 1989 году этот огромный корабль бесследно исчез и так и не был найден. Экипаж, состоящий из 22 человек, пропал без вести, а поисковые операции не дали никаких результатов. Этот случай стал одним из самых страшных примеров того, как могущественные воды Атлантики могут поглотить целое судно. Другие исчезновения также вызывают тревогу. Например, в 1936 году пропал Санто-Доминго, который выходил из портов Пуэрто-Рико. Отсутствие следов и каких-либо улик о его судьбе поразило общественность. Корабль отправился в путь, но так и не вернулся. Поиски, которые длились несколько недель, не принесли успеха, а экипаж исчез без следа. Этот случай добавил еще одну страницу в таинственную хронику Бермудского треугольника. Не менее загадочной была судьба грузового судна «Ягуар», которое также бесследно исчезло в этом районе в 1963 году. Экипаж из 15 человек пропал, и ни одна деталь о их судьбе так и не была раскрыта. Следы судна были потеряны в открытом море, и ни одно сообщение о бедственном положении не было получено. Подобные исчезновения становятся частью мифов и легенд, обрастая слухами и домыслами. Но это еще не все. В 1945 году исчез легендарный Салливан, который должен был пройти через Бермудский треугольник. Его последняя связь с берегом закончилась загадочным молчанием. Поиски, проведенные после его исчезновения, выявили лишь пустоту. Эта история, как и многие другие, стала основой для множества теорий и предположений о том, что же действительно происходит в этих водах. Тайна продолжает углубляться, когда речь идет о Crystal Ship, который исчез в 1938 году. Это судно стало одним из самых известных примеров исчезновения. Экипаж из 20 человек вышел в море, и вскоре после этого их следы исчезли. Интересно, что поисковые команды нашли только его спасательные шлюпки, которые были найдены дрейфующими в открытом океане. Этот случай еще раз подтверждает, что Бермудский треугольник может быть действительно опасным местом, где не оставляется никаких следов. Список исчезнувших кораблей в этом районе можно продолжать бесконечно. Каждый новый случай подчеркивает, насколько опасным может быть путешествие через Бермудский треугольник. С каждым исчезновением появляются новые вопросы, которые остаются без ответа. Множество архивных материалов исследуется, и каждый раз обнаруживаются новые факты, которые только углубляют загадку. Интерес к этому месту не угасает, и новые поколения исследователей продолжают свои поиски ответов на вопросы, которые остаются актуальными по сей день. В следующей части мы обратим внимание на зловещие истории пропавших самолетов, которые добавляют еще больше мрака к уже шокирующим фактам о Бермудском треугольнике. Исчезновения самолетов в Бермудском треугольнике стали не менее загадочными и зловещими, чем истории о пропавших кораблях. Одним из самых известных случаев является исчезновение рейса 13, который в 1945 году отправился из Форт Лодердейла в Бермуды. На борту находилось 15 человек, и вскоре после взлета самолет исчез с экранов радаров. Поисковые операции не принесли результатов, а самолета так и не нашли. Этот случай стал одним из самых обсуждаемых в истории авиации, порождая множество теорий и слухов о том, что же произошло. Не менее загадочным является случай с самолетом Crystal Liner, который пропал в 1938 году. Этот пассажирский рейс также исчез без следа в районе Бермудского треугольника. Операции по поиску не дали никаких результатов, и ни одного обломка так и не обнаружили. Такое молчание океана лишь усилило слухи о том, что это место действительно скрывает в себе нечто необычное. Другой шокирующий инцидент произошел в 1961 году, когда пропал самолет Салфорд. Он также вышел на связь с аэропортом, но вскоре исчез. Экипаж из 24 человек пропал без вести, и несмотря на широкие поисковые действия, следов самолета не нашли. Этот случай добавил еще одну страницу в летопись таинственных исчезновений. Также стоит отметить случай с Султаном, который пропал в 1936 году. Самолет, вылетевший из Пуэрто-Рико, исчез в Бермудском треугольнике. Поисковые группы, проводившие операции, не смогли обнаружить ни одного обломка, и судьба экипажа осталась загадкой. Пропажа этого самолета стала частью мистического портрета Бермудского треугольника. Не менее страшной была история премьер, который потерял связь с диспетчерами, находясь в воздухе над Бермудским треугольником в 1949 году. Экипаж из 16 человек не вернулся, и все попытки найти самолет оказались безуспешными.
Это только добавило веса к уже существующим мифам об этом опасном месте. Среди других исчезнувших самолетов выделяется Топаз, который в 1944 году совершал рейс из Майами. Он также пропал в Бермудском треугольнике, оставив после себя лишь пустоту. Эти случаи осветили темную сторону авиаперелетов в этом районе и вызвали еще больше вопросов о том, что же на самом деле происходит. С каждым новым исчезновением количество недоумений и догадок увеличивалось. Специалисты начали анализировать, что могло стать причиной таких таинственных пропаж. Некоторые предполагают, что обширные магнитные аномалии в районе Бермудского треугольника могли вызвать сбои в навигационных системах. Другие же связывают эти исчезновения с необычными метеорологическими явлениями, которые могут внезапно возникнуть в этом районе. Но, несмотря на все предположения, истинные причины остаются неразгаданными. Эти истории о пропавших самолетах только добавляют загадки Бермудскому треугольнику, превращая его в настоящую Мекку для исследователей и авиаторов. Каждый новый случай лишь подчеркивает, насколько опасным может быть путешествие через этот таинственный водный путь. Тем не менее, с каждым исчезновением появляются новые вопросы, и те, кто стремится разгадать загадку Бермудского треугольника, находятся в постоянном поиске ответов. В следующей части нашего рассказа мы погрузимся в научные теории, пытаясь понять, какие факторы могут объяснить эти загадочные исчезновения. Научные теории, объясняющие загадочные явления в Бермудском треугольнике, разнообразны и занимают умы исследователей уже довольно долгое время. Одной из наиболее обсуждаемых является теория о метановых гидратах. В этом районе существуют большие запасы метановых гидратов, которые могут находиться на морском дне. Внезапное высвобождение метана может привести к резкому снижению плотности воды, что делает суда менее устойчивыми, и, как следствие, они могут затонуть. Исследования показывают, что такие выбросы происходили в этом районе неоднократно, подтверждая правдоподобие этой теории. Ученые обнаружили подводные кратеры, образованные метаном, что свидетельствует о его активном высвобождении. Важно отметить, что такие природные процессы могут быть причиной исчезновения как малых, так и крупных судов. Тем не менее, метановые гидраты – это не единственная теория, которая помогает объяснить загадки Бермудского треугольника. Другая версия касается магнитных аномалий, наблюдаемых в этом районе. В Бермудском треугольнике компасы показывают неверное направление, а это может привести к ошибкам в навигации. Исследования показывают, что здесь расположены подводные горы и каньоны, которые могут создавать аномальные магнитные поля. Эти факторы могут сбивать с толку навигационные приборы, что объясняет многие случаи исчезновения судов и самолетов. Кроме того, некоторые ученые обращают внимание на необычные метеорологические условия, которые часто возникают в этом районе. В Бермудском треугольнике постоянно меняются погодные условия, и внезапные штормы могут возникнуть практически из ниоткуда. Ученые утверждают, что такие метеорологические явления, как водяные смерчи и шквалы, могут представлять серьезную угрозу для судов и самолетов. Эти природные катастрофы способны мгновенно обернуться трагедией, когда экипажи не успевают среагировать на возникшую опасность. Некоторые теории также исследуют влияние океанских течений. Бермудский треугольник находится на пути Гольфстрима, одного из самых мощных океанских течений, который может унести корабли далеко от их курса и сделать их труднодоступными для поисковых операций. Это также объясняет, почему множество судов теряются в этом районе без вести, так как иногда они могут быть унесены тысячами миль. Несмотря на это, многие исследователи утверждают, что не все исчезновения в Бермудском треугольнике можно объяснить лишь научными теориями. Параллельно с научными объяснениями появляются рассказы о мистических явлениях, что делает Бермудский треугольник еще более загадочным и притягательным для исследователей. Люди рассказывают о встречах с неопознанными летающими объектами и о том, что в этом районе находятся забытые цивилизации. Эти слухи лишь подогревают интерес к Бермудскому треугольнику и создают атмосферы таинственности вокруг него. Как бы то ни было, Бермудский треугольник остается одной из самых изучаемых и обсуждаемых тем в научных кругах. Каждый новый случай и каждая новая находка подчеркивают, что эта область все еще хранит свои секреты. В следующих частях нашего рассказа нас ждут истории о паранормальных явлениях, которые могут бросить новый свет на эти загадочные исчезновения. Мистические явления, связанные с Бермудским треугольником, вызывают неподдельный интерес и страх у исследователей и широкой аудитории. Несмотря на множество научных теорий, некоторые случаи все же остаются вне предела логики и объяснений. Одним из самых известных и загадочных событий является рассказ о встречах с неопознанными летающими объектами. В различных источниках упоминаются случаи, когда моряки и пилоты сообщали о наблюдении странных светящихся объектов в небе, которые неожиданно исчезали, оставляя за собой только недоумение. В 1945 году, когда пропал рейс 13, некоторые очевидцы утверждали, что видели яркие огни незадолго до исчезновения самолета. Эти невероятные рассказы подогревают мифы о том, что Бермудский треугольник может быть не только опасным, но и связанным с другими мирами или цивилизациями.
Рассказы о существах, которые могут манипулировать пространством и временем, стали популярными среди тех, кто изучает паранормальные явления. Многим кажется, что эти истории придают особый колорит таинственности и драматизма. Одним из наиболее известных случаев является исчезновение авиалайнера Crystal Liner. Пассажиры, летевшие на борту, сообщали о странных перебоях в работе электроники и визуальных аномалиях. Очевидцы утверждали, что видели, как самолет попадает в яркий свет, после чего его следы просто исчезают. Этот случай стал основой для множества слухов о том, что в Бермудском треугольнике происходит что-то невероятное и необъяснимое. Существует также много предполагаемых историй о забытых цивилизациях. Один из популярных мифов связан с древними атлантами, якобы существовавшими в этом регионе. Истории о том, что их технологии могут взаимодействовать с современными судами и самолетами, стали основой для создания множества книг и фильмов. Многие верят, что в Бермудском треугольнике находятся затонувшие города, полные необъяснимых артефактов. Одной из таких историй является случай с кораблем Сент-Луис, который исчез в середине 20 века. Некоторые члены экипажа сообщили о том, что видели под водой огромные строения, которые не могли быть объяснены с точки зрения традиционной археологии. Это добавило еще больше интриги к уже загадочному месту. Не менее интересным является рассказ о потерянных пилотах, которые, по словам очевидцев, заявляли о необычных встречах с неведомыми существами во время своих полетов. Такие истории часто становятся фодер для различных программ и документальных фильмов, которые исследуют различные аспекты Бермудского треугольника. Справедливости ради, стоит отметить, что многие из этих историй не имеют научного подтверждения и иногда основаны на слухах и домыслах. Тем не менее, они служат важной частью культурного наследия Бермудского треугольника. С каждым новым событием, о котором становятся известны подробности, таинственность Бермудского треугольника только углубляется. Люди продолжают исследовать и искать ответы, даже несмотря на то, что некоторые загадки могут так и остаться без ответа. Но одно можно сказать точно: эта область продолжает привлекать внимание как исследователей, так и простых людей, желающих разгадать ее тайны. В следующей части нашего повествования мы обратим внимание на свидетельства тех, кто пережил встречи с этими необъяснимыми явлениями, и на то, как их истории влияют на представление о Бермудском треугольнике. Свидетельства очевидцев, переживших встречи с таинственными явлениями в Бермудском треугольнике, вызывают неподдельный интерес и трепет. Эти рассказы не только подтверждают, что загадки, окружающие этот район, реальны, но и добавляют новые слои к уже запутанному мифу. Одним из самых известных случаев является история о пропавшем рейсе 13, который в 1945 году отправился из Форт Лодердейла в Бермуды. Экипаж и пассажиры, всего 15 человек, исчезли с экранов радаров, и поисковые операции не принесли никаких результатов. Позже несколько очевидцев утверждали, что видели яркие огни в небе незадолго до исчезновения самолета. Эти свидетельства привлекли внимание как исследователей, так и тех, кто интересуется паранормальными явлениями. Еще одной шокирующей историей является случай с авиалайнером Crystal Liner, который пропал в 1938 году. Пассажиры на борту сообщали о странных перебоях в работе электроники и видимых аномалиях. Непосредственно перед исчезновением они утверждали, что заметили ослепляющий свет, который, по их словам, мог быть чем-то сверхъестественным. В результате ни следов самолета, ни обломков не было найдено, что добавило еще одну страницу в миф о Бермудском треугольнике. Не менее загадочный случай произошел с авиакомпанией Salford, чей самолет пропал в 1961 году. Экипаж из 24 человек исчез, несмотря на то, что связь с диспетчерами продолжалась до момента исчезновения. Поиски не принесли успеха, и множество людей начали высказывать теории о том, что могло произойти. Некоторые утверждали, что видели странные объекты в небе в тот день, когда самолет пропал. Эти рассказы приводят к выводам о том, что в Бермудском треугольнике происходят явления, не поддающиеся объяснению. Среди моряков также есть свои истории. Один из них, переживший шторм в этих водах, рассказывал о том, как его судно попало в яркий свет, который заставил их навигационные приборы выйти из строя. Когда они вернулись в нормальные воды, судно оказалось в совершенно другом месте, и моряки не могли объяснить, как это произошло. Этот случай стал одним из немногих, когда свидетельства о встречах с необъяснимыми явлениями передавались из уст в уста среди морской общины. Истории о встречах с неопознанными летающими объектами и о других загадочных явлениях, происходивших в Бермудском треугольнике, обросли слухами. Пилоты и моряки продолжают делиться своими странными наблюдениями. Одним из таких рассказов является история о группе моряков, которые утверждали, что видели подводные светящиеся структуры, похожие на древние руины, когда их судно проходило через Бермудский треугольник. Это привело к слухам о затонувших цивилизациях и о том, что в этих водах скрываются забытые города. Другие очевидцы сообщали о странных метеорологических явлениях, таких как водяные смерчи и непредсказуемые штормы, которые внезапно появлялись и исчезали, оставляя за собой только хаос. Эти рассказы подтверждают, что не все исчезновения можно объяснить научными теориями.
С каждым новым свидетельством загадка Бермудского треугольника только углубляется, а таинственные явления продолжают привлекать внимание как исследователей, так и простых людей. В свете этих свидетельств становится ясно, что Бермудский треугольник не просто место, полное опасностей, а загадочный район, где реальность и миф пересекаются. С каждым новым рассказом о встречах с необъяснимым интерес к этому месту растет, и люди продолжают искать ответы на вопросы, которые остаются без ответа. В следующей части нашего повествования мы обратим внимание на современные исследования, которые могут пролить свет на загадочные явления, происходящие в Бермудском треугольнике. Современные исследования Бермудского треугольника основаны на использовании новейших технологий, которые помогают исследователям раскладывать по полочкам множество загадок, связанных с этой таинственной областью. С развитием науки и техники в последние десятилетия появилась возможность глубже понять, что же происходит в этих водах. Одним из наиболее заметных достижений стало использование подводных беспилотников, которые способны исследовать дно океана на глубине, недоступной для человека. Эти устройства позволяют собирать данные о геологии, экологии и других аспектах подводного мира, которые могут пролить свет на загадочные события. Параллельно с беспилотниками активно используются эхолоты, которые помогают картографировать морское дно. Эти технологии позволяют воссоздать трехмерные карты дна Бермудского треугольника, включая подводные каньоны и горы, которые могут влиять на навигацию. Исследования показывают, что в этом районе действительно существуют геологические образования, которые могут создавать магнитные аномалии и оказывать влияние на навигационные приборы. Научные данные подтверждают, что именно такие особенности ландшафта могут стать причиной шокирующих событий, связанных с исчезновениями судов и самолетов. С появлением спутниковых технологий исследователи получили еще один мощный инструмент для изучения Бермудского треугольника. Спутниковые снимки позволяют отслеживать изменения в метеорологических условиях, что может быть ключевым элементом в понимании внезапных штормов и других метеорологических явлений, возникающих в этом районе. Специалисты анализируют данные о температуре воды, скорости ветра и других факторов, чтобы предсказать, когда и где могут возникать опасные условия. Это помогает не только исследователям, но и мореплавателям и авиаперевозчикам в их путешествиях через эти опасные воды. Современные исследования также включают в себя анализ исторических данных о суднах и самолетах, пропавших без вести в Бермудском треугольнике. Исследователи изучают архивные записи, чтобы выявить закономерности и повторяющиеся элементы, которые могут указывать на причины исчезновений. Эта работа включает в себя сопоставление информации о времени, погодных условиях и маршрутах, которые использовали пропавшие суда и самолеты. В результате были выявлены интересные факты. Многие случаи исчезновений происходили в определенные сезоны или при специфических метеорологических условиях. Эти данные помогают создать более полное представление о том, что может произойти в будущем. Еще одной важной областью современных исследований является изучение метановых гидратов. Ученые проводят анализ подводных отложений, чтобы выяснить, как часто и в каких условиях происходят выбросы метана. Это важно, поскольку именно такие события могут приводить к резкому снижению плотности воды и, как следствие, к затоплению судов. Исследования показывают, что в районе Бермудского треугольника действительно имеются большие запасы метановых гидратов, и их активное высвобождение может быть связано с исчезновениями. С каждым новым исследованием появляются новые технологии и методы, которые открывают дополнительные возможности для изучения загадок Бермудского треугольника. Некоторые исследователи используют специальные модели, чтобы проводить симуляции, которые помогают понять, как различные факторы могут взаимодействовать друг с другом. Эти симуляции позволяют исследователям предсказывать возможные сценарии и лучше подготовиться к ним. Тем не менее, несмотря на все достижения науки и техники, Бермудский треугольник все еще хранит множество секретов. Каждое новое открытие только подчеркивает, насколько сложной и запутанной является проблема загадочных исчезновений. Современные исследования дают надежду на то, что в будущем мы сможем разгадать менее доступные тайны этого загадочного места, но пока что многие вопросы остаются без ответа. Интерес к Бермудскому треугольнику не угасает, и новые поколения ученых продолжают искать ключи к разгадке, которые помогут пролить свет на явления, происходящие в этой области. В следующей части нашего повествования мы рассмотрим, как экология Бермудского треугольника может влиять на происходящие там явления и какие последствия это может иметь для окружающей среды и мореплавания. Экология Бермудского треугольника играет важную роль в формировании ряда явлений, которые наблюдаются в этом загадочном районе. Водные массы, окружающие этот треугольник, являются частью одного из самых динамичных океанов на планете. Атлантический океан не только богат рыбными ресурсами, но и разнообразен с точки зрения биологических экосистем. Уникальные условия в этой части океана создают среду, где взаимодействие между морем, климатом и геологией может приводить к необычным и даже опасным ситуациям. Одним из ключевых факторов является влияние океанских течений, таких как Гольфстрим.
Это мощное течение, проходящее через Бермудский треугольник, оказывает значительное влияние на климатические и погодные условия в этом районе. Гольфстрим переносит теплые воды из Мексиканского залива вдоль восточного побережья США и далее в Европу. Это создает условия для формирования внезапных штормов и сильных волн, которые могут представлять угрозу как для судов, так и для самолетов. Именно такие метеорологические условия часто становятся причиной незапланированных изменений в курсе судов и авиаперевозок. Также стоит отметить, что экология самого дна Бермудского треугольника насыщена метановыми гидратами. Эти природные соединения находятся в замороженном состоянии на морском дне и могут высвобождаться в виде газов в случае изменений температуры или давления. Когда метан высвобождается, он может создавать пузырьки, которые снижают плотность воды. Это явление может привести к резкому затоплению судов, что объясняет некоторые исчезновения в этом районе. Исследования показывают, что в последние десятилетия увеличилось количество таких выбросов, что повышает опасность для мореплавателей. Не менее важным является влияние подводных вулканов и геологических процессов, которые происходят на дне океана. Бермудский треугольник располагается вблизи границ тектонических плит, где происходят активные геологические процессы. Эти процессы могут вызывать землетрясения, которые в свою очередь создают цунами и другие опасные морские явления. Водные массы могут резко меняться, создавая условия для мощных волн, которые способны унести суда в открытое море. Исследования показывают, что подводные землетрясения и вулканическая активность в этом районе достаточно часты. Кроме того, экосистема Бермудского треугольника включает в себя множество видов морских животных, которые также могут влиять на навигацию судов. Некоторые якеры из этих животных, такие как крупные акулы и морские черепахи, могут иногда представлять собой опасность для судов. Их поведение и миграционные маршруты могут мешать маршрутам судов, что добавляет еще один уровень сложности в навигацию в этом районе. Экологические изменения, вызванные антропогенной деятельностью, также могут оказывать влияние на явления в Бермудском треугольнике. Загрязнение океана влияет на экосистему и может приводить к изменению поведения морских животных. Это, в свою очередь, может повлиять на поведение судов и самолетов, поскольку измененные миграционные маршруты и изменения в кормовых зонах могут вызывать неопределенность в навигации. Все эти факторы создают сложную картину, где экология Бермудского треугольника и происходящие в нем явления неразрывно связаны. С каждым новым открытием становится яснее, что природа этого района полна загадок, которые продолжают удивлять ученых и исследователей. Однако, несмотря на все достижения, многие вопросы остаются без ответа. Бермудский треугольник продолжает оставаться одним из самых изучаемых и обсуждаемых мест на планете. С каждым новым исследованием и открытием экологических закономерностей понимание того, что происходит в этих водах, становится все более глубоким. Каждый новый шаг в исследовании экологии Бермудского треугольника подтверждает, что эта область хранит множество тайн, и что изучение этих тайн может привести к новым открытиям в области науки и понимания окружающего мира. Наследие Бермудского треугольника простирается далеко за пределы его физического местоположения. Эта загадочная область продолжает оставаться в центре внимания исследователей, специалистов и простых людей, которые стремятся разгадать ее тайны. Мифы и легенды, связанные с Бермудским треугольником, не только питали научные исследования, но и оказали значительное влияние на популярную культуру. Книги, фильмы, документальные программы и передачи, посвященные мистическим исчезновениям судов и самолетов, создают неповторимый контекст, в котором Бермудский треугольник становится символом таинственности и опасности. Кинематограф, например, активно заимствует сюжеты о Бермудском треугольнике, начиная с классических фильмов и заканчивая современными триллерами. Эти произведения искусства часто используют атмосферу загадки и страха, привлекая зрителей своей напряженной визуализацией и драматическими поворотами сюжета. Разнообразные интерпретации Бермудского треугольника в культуре порождают новые мифы и легенды, расширяя уже существующие. Кроме того, Бермудский треугольник вдохновляет исследователей, которые продолжают проводить свои собственные экспедиции в поисках ответов. Множество организаций и частных лиц организуют поездки с целью изучить таинственные воды. В эти поиски вовлечены эксперты из различных областей, от океанографов до специалистов по астрономии. Появляются новые технологии, позволяющие изучать этот район более глубоко и эффективно, тем самым привнося в научный дискурс свежие идеи и подходы. С каждым новым исследованием, каждая новая находка подчеркивает, что Бермудский треугольник остается актуальной темой для обсуждения. Научные публикации, статьи и документы, касающиеся Бермудского треугольника, продолжают появляться, делая этот объект предметом научных исследований. Это также подогревает интерес у тех, кто желает разобраться в вопросах навигации и безопасности в этом районе. Важность Бермудского треугольника также заключается в его влиянии на восприятие опасностей в мореплавании и авиации.
Многие моряки и авиаторы, слыша о мистических исчезновениях, начинают проявлять излишнюю осторожность, что может повлиять на их выбор маршрутов и стратегий. Этот эффект наблюдается и на уровне обучения. Курсы по безопасности на море и в воздухе часто упоминают Бермудский треугольник как пример возможных угроз, что формирует у будущих моряков и пилотов представление о рисках, связанных с навигацией в этом месте. Мифы о Бермудском треугольнике также продолжают влиять на массовую культуру. Телевизионные шоу, такие как документальные сериалы и специальные выпуски, обсуждают теории и свидетельства, связанные с этим районом. Эти программы часто включают в себя истории очевидцев, которые утверждают, что пережили странные явления, что добавляет еще больше интриги к уже существующим мифам. Таким образом, наследие Бермудского треугольника — это не только множество загадок, но и глубокое влияние на культуру, науку и на представление о безопасности в морских и воздушных путешествиях. С каждым рассказом, каждой новой теорией и каждым исследованием эта область продолжает оставаться полем для интригующих открытий, которые, возможно, когда-нибудь приведут к тому, что мы сможем разгадать ее тайны. Бермудский треугольник остается не просто географическим объектом, а настоящим символом человеческой жажды к разгадкам и открытиям, что делает его темой, которая никогда не утратит своей актуальности.